Здравствуйте! Сегодня я покажу вам новую подборку паранормальных видео, которые, надеюсь, смогут вас удивить. Давайте начнем. У этого видео нет предыстории и выложено оно в TikTok малоизвестным пользователем. Все снято на камеру видеонаблюдения. На кадрах маленькая девочка ходит по дому, и дальше с ней начинает происходить настоящий кошмар наяву. Сначала захлопывается дверь, но это еще можно списать на случайность. Но потом свет в комнате начинает резко мерцать, а дверь оказывается заперта. После этих событий свет и вовсе постоянно выключается на несколько секунд, и у камеры активируется ночной режим. А за спиной ребенка появляется темная тень, которая приближается к ней. В конце, предположительно, брат открывает дверь, после чего девочка убегает из комнаты, тень исчезает, и все необъяснимые события прекращаются. Стивен Кернер едет по сельской местности Миннесоты, когда замечает кое-что очень странное. Oh boy. What Well, that ain't good. Don't know who's running that, but I mean, yeah, okay. Маленький старый пустой вагон поезда медленно движется по рельсам, хотя им никто не управляет. Мужчина сбит с толку и не до конца понимает, как такое произошло, но все же уезжает. Один пользователь ТикТока написал, что Стивен не заметил главного в тот день. И вот что упустил парень. That, but I mean, yeah, okay. Please tell me I'm not the only one who saw that. This thing, right here. What the f*** is that? Что-то похожее на странную бледную фигуру сидит во втором вагоне и смотрит на автомобиль. Одни считают, что это поезд-призрак, другие, что поезд одержим духом. Третьи не верят и думают, что есть рациональное объяснение. Но никто так до конца и не понял, что это была за фигура в последнем вагоне. Я оставляю решать вам, что это могло быть. Парень по имени Хосе Кастильо часто катается с друзьями на велосипеде в лесу недалеко от города Оаха в Мексике. Однажды поздним вечером на ранее известной дороге ситуация принимает ужасный поворот. Камера, прикрепленная к шлему, записывает то, что пугает его и по сей день. Из ниоткуда появляется темная фигура, и Хосе в последний момент удается обогнуть ее. Парень был удивлен и решил пересмотреть запись дома. И вот что он увидел при остановке кадра. Стало понятно, что силуэт будто стоит в черном длинном платье. С дальнего расстояния кажется, что у фигуры нет лица. Но при сильном приближении и высветлении кадра становится видно жуткое полупрозрачное белое лицо.
Вся ситуация очень сильно напугала автора, и он до сих пор гадает, что же ему удалось снять. Мог ли это быть призрак или все же это другая сущность? Как этот силуэт появился прямо перед велосипедом и почему его не заметили друзья парня, которые проехали по этой же дороге совсем немного ранее? На эти вопросы пока ответов нет. Мужчина по имени Маркос Гарсия владеет небольшой автомастерской. В ней пока работает всего один механик. Недавно ему на ремонт пригнали один автомобиль, после получения которого в мастерской стали происходить необычные вещи. Оба мужчины уверены, что все связано именно с этой машиной, и она их пугает. Они стараются работать как обычно, пока автомобиль находится в ремонте. Однажды на камеру попадает очень странный инцидент. Маркос наблюдает за ситуацией через камеру видеонаблюдения, не понимая, что происходит. Viste, weón, se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. La verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Voy a preguntar por cámara. ¿Qué? Vamos a preguntar. ¿Con quién habla, weón? ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con Don Carlos, me está viendo, pasando por supuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Se me está viendo, por supuesto, le estoy Oye. explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro, Juan, me estáis huellando, ¿cierto? claro, porque estoy con Don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. Pero pues, se tengo el caballero aquí al frente mío, pues, weón. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué explicación le tengo que dar? Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Pero, no sea así, pues, cabrón. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Mira, no, para. Es que el caballero le acabó escuchándome, pues, me está Viejo, no, tengo grabado, vente, por favor, vente. Хозяин сервиса был сбит с толку поведением мужчины, но механик начал рассказывать, что обсуждает с мистером Карлосом, хозяином той самой машины, аварию накануне и ее подробности. Хозяин сервиса был в шоке после этого, потому что еще не успел рассказать про аварию работнику, и эту новость на тот момент нигде не афишировали. Более того, мистер Карлос разбился в той аварии. Вопрос остается в том, как именно механик узнал об аварии. Неужели он и правда разговаривал с призраком? Зрители более чем уверены, что взрослого мужчину и правда посетил дух погибшего хозяина машины. Два парня решили походить по заброшенному промышленному комплексу в Китае. Его забросили около 3 лет назад, и парни начинают исследовать все этаж за этажом. Но вскоре они увидели там то, что выбило их из колеи. Кто-то, кажется, сидит в одной из комнат на стуле. Автор видео тоже это замечает и останавливает своего напарника. Но зайдя в комнату, они никого не обнаруживают. Многие задаются вопросом, что это было. По их мнению, комната довольно светлая и пустая, и за пару секунд невозможно спрятаться в таком помещении.
Могло ли это быть и правда нечто мистическое? Как всегда, решать только вам. Эта семья из Индии живет в квартире, в которой происходят очень странные вещи. В связи с этим они установили камеры в своем доме, чтобы все записать. पूरा सामान गिरा हुआ था या Все это, конечно, жутко, но вот запись того, как все происходило с другого ракурса. И после этого ролика семье стало понятно, как все приключилось. Но намного больше молодую пару с ребенком напугал другой случай, который произошел с молодым отцом некоторое время спустя. И вот эти кадры. Пугающие звуки ударов посреди ночи и звуки, будто кто-то пробегает прямо рядом с мужчиной, шокировали семью. Сам мужчина утверждает, что четко ощутил прикосновение к себе, даже скорее отталкивание после громких звуков топота, после чего, как видно, он упал. Необъяснимые вещи так до сих пор и продолжают происходить в той квартире, и пока пара не знает, как от этого избавиться. Эта молодая многодетная семья недавно переехала в большой дом около леса и начали владеть своим небольшим передвижным зоопарком. Они постоянно беспокоятся о безопасности своих детей и поэтому установили много камер вокруг и внутри дома, в частности в комнате самой младшей дочери. И вот что начало происходить одной ночью.
Женщина уверена, что ее дочь будто пыталась с кем-то говорить. Ребенок то и дело смеялся и показывал на что-то пальцем. Более того, все это продолжалось около часа. Такая ситуация случилась впервые. Хозяйка дома полагает, что ее дочь и правда увидела нечто такое, что не могут видеть обычные люди. Об этом видео не так много информации. Известно, что человек, живущий в предгорье швейцарских Альп, услышал странные звуки, идущие сверху. Он решил пойти на источник звука, и когда он туда добрался, ему удалось снять это. Мужчина видит нечто, напоминающее две гигантские фигуры вдалеке. Еще более озадачивает факт того, что эти две фигуры слегка двигаются, что означает, что это не статуи. Сам мужчина думает, что эти силуэты не были чем-то злым, а даже наоборот, потому что рядом с ними он не чувствовал страх, а только умиротворение. На сегодня вот и все. Как всегда, я никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!